Друзья, всем огромный привет из Мексики, из штата Веракрус. Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сейчас мы находимся в городе Орисаба и посмотрим его главные достопримечательности. А также увидим самую высокую точку Мексики. Приехали в отель, который называется Мигуэло Орисаба. Снова отель в колониальном стиле. Красивые ворота, посмотрите какие. Здесь находится ресепшн. Нас очень быстро зарегистрировали. Сейчас менеджер как раз вышел, поэтому есть возможность снять ресепшн. Здесь нас быстро зарегистрировали. Очень красивая стена, которая показывает название этого отеля. Мы приехали в этот город Орисаба из города Халапа. Ехали примерно 3,5 часа по бесплатной дороге. Конечно же, иногда встречаются кочки такие, иногда дорога хорошая, иногда плохая. Вот. Но в целом путешествие было несложное на машине. Пока Кирилл разбирает наши вещи. Да, передвигаемся мы на автомобиле арендованном. У нас с собой множество рюкзаков, чемоданчик. В общем, пока вещи разбирают, Томчик продолжит небольшой обзор. Сейчас нам менеджер сказал, что есть еще обзорная площадка, поэтому здесь можно подняться на второй этаж и посмотреть, что там за красивые виды. Так выглядит обзорная площадка. Здесь есть диванчики, кресла. И отсюда открывается вид на горы и на первый этаж этого отеля. И сейчас я вам покажу наш номер. Наш номер находится на первом этаже. Поэтому сейчас мы спустимся и посмотрим его. У нас очень милый номер. Есть даже кондиционер. Красивые картины, которые украшают кровать двухспальную. Первое, что мы видим в нашей комнате, это картина, которая показывает канатную дорогу. Находится в центре города Орисаба. Обязательно туда сходим. Также у нас большая двухспальная кровать. Есть прикроватные тумбочки, кондиционер. Здесь истории этого телеферика канатной дороги, место для хранения вещей, зеркало, стул, небольшой столик, есть телевизор, телефон, хорошо ловит Wi-Fi, очень чистый туалет, даже смотрите, какая интересная раковина, и стены сделаны тоже в колониальном стиле, есть фен, чистые полотенца, естественно, унитаз и душ. Сейчас мы находимся в центре города Орисаба, оплачиваем городскую платную парковку, 5 песо за полчаса. Можно пользоваться парковками городскими, можно пользоваться частными, заезжать куда-то на специализированную парковку, но такая получается даже дешевле и удобнее. Берем талончик и кладем под стекло машины. Сейчас мы дошли до канатной дороги Орисаба. Как мы видим, чтобы сесть в кабинке, нужно стоять в немаленькую очередь. Нам сказали минимум 40 минут. Мы уже приобрели билет за 100 песо и теперь ждем посадки в кабинку. На самом деле ждали мы примерно полчаса, не больше, но нам повезло, потому что перед нами стояла большая компания и было 5, а нас было 2, поэтому нас пропустили без очереди. Нас в кабинке 6 человек, это, наверное, максимум. Вот двери закрываются, и мы отправляемся на холм Серра-дель-Боррега. Говорят, что это одна из самых высоких канатных дорог в мире, ее протяженность больше 2 километров. Во время подъема фуникулера наверх
Открываются потрясающие виды на город, но также немного закладывает уши, потому что здесь высота более 4000 метров. И на самом деле поднимались мы минут 10 максимум. Не так страшно, но зато очень красиво. Сразу же мы выходим к обзорной точке, откуда открывается вид на город и на вершины. Также здесь можно увидеть пик вулкана Арисаба. В этом музее мы видим различные скульптуры, посвященные мексиканскому празднику День мертвых, а также старинные фотографии города Арисаба, как здесь проходил карнавал, а также какая раньше была здесь обзорная площадка. Сейчас мы подошли к еще одному музею, и французский флаг здесь совершенно не случайен, потому что этот музей рассказывает о сражениях мексиканской армии с французами. Если первый музей входил в стоимость билета на нашу канатную дорогу, то этот музей и другие два они за дополнительную плату 50 песо. Мы решили их пропустить и просто погулять здесь по парку. На территории парка также есть небольшая красивая часовня. Еще одно очень значимое место в этом парке – это руины французской крепости. По дороге увидели еще один музей в красивом шатре. Рассказывается что-то об истории города. Скорее всего, именно этот музей входит в число платных музеев, которые стоят 50 песо. Но здесь никого не было, поэтому мы вошли, немножко огляделись. Можно на испанском языке почитать об истории этого города, какие-то исторические справки. Сейчас мы идем к еще одной обзорной площадке, чтобы увидеть пик вулкана Арисаба. И натолкнулись на сторожевую башню. Это тоже некое сооружение с обзорной площадкой, откуда открывается красивый вид. Стоимость нашего билета 100 песо уже входит проход на эту обзорную площадку. Также мы сейчас записались в журнал, написали наше имя, фамилия и получили бахилы, которые нужно будет надеть перед входом на обзорную площадку. Так, надели, значит, бахилы, убрали нашу обувь. И теперь выходим на обзорную площадку, которая стеклянная, поэтому такие правила. Ух ты! Ну что, немножко страшновато, друзья. Я очень приятно удивлена, потому что когда мы строили план, маршрут, мы не знали о том, что здесь существует такая красивая обзорная площадка. И вообще мы впервые увидим такого формата, да, обзорную. Отсюда даже немного видно пик Арисаба, вон, видите, такой заснеженный. Видно, что эта обзорная площадка построена не так давно. Обзорная площадка на самом деле очень классная. Многие заходят, боятся, идут по краешку, по поручням, но на самом деле, когда здесь находишься уже минут 5-10, уже привыкаешь к этой высоте, к стеклам. Но помимо стеклянной обзорной площадки, здесь также еще есть башня из металла, на которую можно забраться, и должен открываться вид на пик горы Арисаба. Поднимаемся по винтовой лестнице, очень много ступенек.
которые идут все выше и выше, но мы практически дошли до самой обзорной площадки. Здесь, кстати, нельзя находиться более чем 12 людям, нельзя с животными, дети только в сопровождении взрослых. Ну и вот шикарный пик вулкана Арисаба. Видите, вот заснеженная гора. На самом деле, когда мы планировали путешествие по Мексике, мы задумались о том, чтобы добраться до пика этого вулкана. Но это доступно только профессиональным трекерам, тем, кто занимается скалолазанием, потому что там нужно провести несколько дней, чтобы забраться на самую вершину. Да, вершина — это 5610 метров над уровнем моря. Самая высокая точка Мексики. Сейчас мы обратно садимся в кабинки и уже едем в центр города. Спустившись вниз, мы увидели небольшой парк с животными, совершенно бесплатный, где также можно погулять, полюбоваться. Вот, допустим, здесь уже мы видим крокодилов. В этом вольере, помимо уставшего крокодила, также еще есть много-много черепах. Вот так вот они дружат. Мы даже видели до этого, как черепаха сидела сверху на крокодиле. Также животные располагаются по обе стороны реки, которая здесь прям протекает. И раньше можно было дойти по этому мостику, который шатается, раскачивается, но сейчас он на реконструкции. Поэтому мы спускаемся вниз и будем переходить речку по специальным камушкам. Отсюда еще можно смотреть, как передвигаются по канатной дороге люди. Здесь есть даже информационный баннер, на котором обозначены животные, которым мы можем пройти, если пойдем вдоль реки. Кого здесь только нет. И львы, и тигры, медведи, кенгуру, гиппотамы. Сейчас мы видим обезьянок паукообразных. Очень миленькие такие, проворненькие. Гуляя практически в центре города, можно натолкнуться на льва. Даже не на одного, а на двух, которые здесь восседают. До этого проходили маленьких крокодильчиков, проходили змей. Ну а здесь мы видим опять льва. Обычно они не очень активные, но на самом деле здесь они достаточно подвижны. Вот чешутся, моются, гуляют. Он на тебя смотрит и облизывается. Ты в него сладкая дичь. Ну, не мудрено. Целое семейство львов. Такие вот обнимаши они здесь устроили. Вот такая вот борьба у них за обнимашки. Помимо животных и красивой реки, которая здесь бежит, также мы видим множество красивых мостов. Вот один из них, например. Напротив мы видим небольшие вольеры со страусами и с павлинами. Кстати, я поняла, сколько всего будет составлять маршрут, примерно 30 минут, потому что до гиппопотамов, то есть последней точки, Да, километр идти. Да. Об этом гласят указатели, которые здесь также имеются. Мост немножко шатается.
но вроде бы выглядит надежно. Сейчас я перешла этот мостик, чтобы посмотреть на страусов и на павлинов. В этом вольере нами всеми любимые уточки, селезни. Идем гуляем дальше. В одном из красивых мест мы видим даже, как художник пишет свои работы здесь, с видом на речку, на природу. Сейчас мы подходим к вольеру с дикими койотами. Кто это у нас здесь? Ягуар? Да, ягуар. Мне кажется, он ждет своей еды. Он видит вот там охранника, который ходит. И ждет, когда же ему выпадет кусочек. Сейчас смотритель закончил свои работы по очистке клетки и выпускает зверя, который сейчас будет, видимо, кушать мясо, потому что там лежит кусок мяса. Сейчас мы видим, как ягуар взял один из кусков мяса и забрался чуть повыше, в тенечек, чтобы спокойно уже поужинать, ну или пообедать. Подошли к следующему вольеру. Здесь мы видим коти, так популярны в Мексике, потом ягуарунди некий. Похож на ягуара, такой мини-ягуар. И мапаче. Мапаче это что-то вроде енота. А вот и знакомые нам дружочки по Перу. Только они здесь в Мексике, это ламы. Жуют себе травку. Сейчас мы дошли до вольера с медведями. Вот один из них спит прямо вот здесь, вот в тенечке. А второй вот здесь. Не будем отвлекать Мишку от его сна. Пойдем смотреть других животных. Остались гиппопотамы, еще там несколько. И потом нужно бежать к машине, потому что у нас заканчивается парковка. Здесь смотрим на животных Патагонии. К сожалению, забыла, как они называются. Называются они либо Мара Патагоника, Лебра Криол. Уж не знаю, как переводится. Сейчас не буду смотреть перевод. Но да, я видела таких в передаче про Патагонию. Очень миленькие. Вы знаете, самое интересное, когда мы читали информацию об Арисапах, мы вообще не видели ничего про вот этот вот, как сказать, городской зоопарк. Совершенно бесплатный, который идет вдоль канала. Это реально целая достопримечательность. То есть очень много животных. Все это бесплатно. Я просто сейчас бегу, потому что мы не думали, что он настолько огромный. Он просто огромный. Вот. И мы взяли, значит, парковку себе на 1,5 часа. Думали, вообще минут за 20 сначала пройдем. Но это невозможно, конечно. Я сейчас перейду вот этот мостик. И, наверное, до гиппопотамов я уже не буду бежать, потому что я уже искренне и устала бегать. Кирилл уже пошел обратно к машине. Вот. Но он не особо помнит путь к нашей машине, поэтому мне нужно смотреть быстрее и возвращаться обратно. У нас через 3 минуты заканчивается парковка. Ну, ладно, штраф, ничего страшного. Но если вдруг нас эвакуируют, это будет, конечно, не очень хорошо.
Самое забавное, что я, оказывается, дошла до клетки с гипопотамами, но я их не вижу. Не вижу. Может быть, они плавают. Вижу белого тигра. Здесь он прячется. Друзья мои, я вижу! Вот он гуляет. В соседней клетке здесь отдыхают волки. Отсюда плохо видно, но вон гипопотам находится в своем загоне. Он реально огромный. А вот здесь вот он может купаться, у него есть территория. Отдыхает на солнышке. Но, ребята, времени нет, надо бежать. Просто шок. Вы видели? Гипопотам прям поднялся. Потом зевнул. Правда, вам было практически не видно. Но у него огромная пасть. В итоге, друзья, все с нашим автомобилем хорошо. И Томочка добежала. И я ее уже ждал в автомобиле. Поэтому сейчас мы едем на следующую достопримечательность города. Это 500 ступенек. Один небольшой факт у нас, ребята. Принц Малыш, то есть Кирилл, у нас не очень любит фитнес и спорт, поэтому сейчас по 500 ступенькам пойду я спускаться, а потом подниматься. Это национальный парк, но сейчас мы увидим все своими глазами. На самом деле очень люблю фитнес, и сегодня мне его было достаточно, поэтому отправляем Томочку одну. Заходим в парк. Это национальный парк, который называется Каньон Рио Бланко, что в переводе с испанского языка «Белая река». И ищем начало ступенек. Все начинаются ступеньки, причем сначала спускаться нужно, а потом подниматься. И честно скажу, я люблю наоборот, сначала подниматься, а потом спускаться. То есть делай дело, гуляй смело, да? А тут получается, что ты сейчас наоборот идешь как-то расслабленно, а потом ждет сюрпризик в виде подъема. Ну ладно, зато полезно для организма. Здесь есть небольшой поворот с мостиком. То есть я не спустилась до конца ступеней, а завернула сначала направо. Здесь я слышу шум воды. Здесь, по всей видимости, идет та самая река Рио Бланко. Я думала, что это будет просто 500 ступенек, водопад и все. Но нет, ребята, очередной трекинг. Сейчас иду по тропе среди джунглей. Забавно, вот он был исторический центр, был зоопарк в Арисабе, а теперь среди джунглей гуляем. Да, интересно, сколько же будет эта тропа идти. Открывается сейчас вид на мостик, но шум водопада, который здесь должен быть, я не слышу. Представляете, ребята, я подумала, что пошла не туда, поэтому приходится иногда ждать местных, чтобы посмотреть, куда они идут, и из-за этого я иду долго. Сейчас прохожу мостик, где расположена гидроэлектростанция. Здесь даже можно прогуляться, мостик очень необычный. Смотрите, это как раз местные, за которыми я иду и практически их преследую. Потому что не знаю, куда идти. Я бы думала сначала, что этот мост вообще закрыт для обычных посетителей. Сейчас я дошла до лагуны Сифонес, которая называется. Причем здесь показано, что вот здесь ступеньки, и
Трекеры, с которыми я шла, также идут позади. Потому что дорога была одна, я уже не пугалась. Видимо, начинается вот эта вот территория Сифонос. Я шла, наверное, минут 15 после гидроэлектростанции. Ой. Такое, знаете, я думала, что опять будет 500 ступенек вниз, 500 ступенек наверх. В итоге ступенек на самом деле было меньше, их было 250. Но сам маршрут, он не маленький совсем. Еще мы читали информацию о том, что здесь должен быть водопад. Но сейчас у меня есть сомнения, потому что я на карте не вижу вообще названия такого водопада. Бывает такое, что разнится информация с интернетом, потому что, ну, как бы это Арисаба, и в русских источниках практически нет информации об этом. Но, может, в этой лагуне будет водопад, я надеюсь, по крайней мере. И, возможно, вход в лагуну будет платный. Иду вдоль лагуны. Я ошиблась насчет 500 метров. Но я пошла, наверное, уже километр вдоль тропы. Красивая природа, джунгли, летают птички. Я даже не представляю, сколько мне идти обратно. Сегодня у меня какой-то день прогулок. Да, хорошо, что Кирилл не пошел, потому что он бы, конечно, устал от такой длительной прогулки, особенно после того, как мы побегали по зоопарку. Ой, ну здесь, конечно, открываются красивые виды не только на лагуну, которую я сейчас прохожу, но еще и на горы. Ребята, если вы планируете путешествие по Мексике, по всей Мексике, а я думаю, что те, кто смотрит это видео, смотрят его либо в виде как развлечение, либо те, кто планирует свой маршрут. В общем, смело в Арисабе можно 2-3 дня. Поэтому мы приехали вчера, мы были на расслабоне, ходили по торговому центру и не поехали там гулять по центру или еще что-то, а надо было на самом деле, потому что очень много всего интересного, и зоопарк, и канатная дорога, и вот эти лестницы. Потому что это как бы условно оказывается лестницы. На самом деле здесь шикарнейший трекинг, удобная тропа, много растений, много птиц, красивая лагуна, горы открываются. Здесь можно вообще на каждом шагу фотографироваться. Но так как Кирилла нет, я этого не делаю. Вот, и, конечно, здорово. Арисаба нас удивила. Дошла до лагуны. Стоимость 15 песо. Очень много правил, как обычно. Вот можно зайти внутрь. Да, видимо, в гугле какая-то была ошибка в информации с водопадом, потому что здесь просто красивая лагуна. Почему-то с меня никто пока не просит 15 песо, но и да ладно. Здесь можно гулять по мостикам, даже можно купаться. Но я не взяла с собой купальник. Но я бы сейчас вряд ли стала купаться уже в вечернее время больше. Купила водичку местной за 15 песо. 15 песо заплатила за вход. И узнала, что, оказывается, этот водопад был в начале, но он сказал, что его даже сейчас нельзя увидеть, потому что там высохла вода. Сейчас на обратном пути попробую найти все-таки этот водопад. Ну а сейчас двигаюсь в обратном направлении. Я не теряю надежды и у всех подряд спрашиваю, где находится водопад Слона. Но местные, они вообще такие удивленные, как будто ему этот водопад и не интересен. То есть им больше интересно вот пройтись до лагуны, как я спрашивала с вами. Вот. А до водопада им словно и не интересно. И еще они говорят, что, возможно, сейчас туда пройти нельзя, потому что он как раз-таки находится на территории гидроэлектростанции. Сейчас я планирую вернуться к тому мостику и там у сотрудников спросить, можно ли пройти. В общем, да, я сейчас подошла к сотруднику, и сотрудник сказал, что сейчас водопада этого нет, путь туда закрыт, потому что воды сейчас там нет, и когда воды нет, они проводят какие-то там технические работы. Поэтому посмотрела на лагуну, прошлась по этой тропе. Я еще, конечно, не дошла до конца, не добралась до Кирилла. Мне еще, наверное, минут 30 до него идти. Вот, и наконец-таки окажемся вместе и поедем в центр. Правда, я не знаю, успеем ли мы там погулять. Теперь снова ступеньки вверх. Но я уже этому рада, потому что наконец-таки добралась хотя бы до сюда. Вот как выглядит человечек, который сидел и отдыхал в парке. А вот как выглядит человечек, который прошел просто кучу километров
Ну ничего, ничего, бодрячком. Хорошо, что Кирилл не пошел. Он бы сейчас... Просто он бы даже не поднялся бы по этим ступенькам, он бы там внизу остался. Как ваши дела? Как ваше ничего? У вас слишком бодрые силы. А мы здесь времени зря не теряли, между прочим. Полетали на дроне. Ого. Любовались птицами, белочками прибегающими. Вот. И вообще очень много видел мексиканцев, которые здесь занимаются спортом, приезжают целыми семьями, бегают по ступенькам. Вот. Ну, я тоже не отставал, поэтому я на качелях провел это время, поэтому... А я смотрю, у тебя вот эти, как эти мышцы внизу, как называется? Икры, икроножные. Да, икроножные, смотри, накачались. В итоге, видите, друзья, с Томочкой прогулялись, водопада не увидели, только лагуна, а со мной пару кадров с высоты мы видели с вами небольшой водопадик. Не знаю, тот ли это, не тот, но какой-то видели. То есть ты хочешь подвести вывод, что не стоит ходить куда-то далеко, чтобы увидеть какую-то красоту? Можно здесь постоять и посмотреть. Вывод следующий, что в этом городе очень много достопримечательностей, и нам они все нравятся. Вернулись обратно в центр, оплачиваем парковочку, и теперь парковочный билет кладем в машину. Сейчас мы находимся возле колониального собора, у главного собора города, который называется Сан-Мигель, который был построен в середине 17 века. Внутри этого собора очень много людей, которые пришли сюда на службу. Выходим из собора и видим перед собой, помимо парка Кастильо, очень красиво, очень много чистильщиков обуви. Мы видим, что здесь прям чуть ли не очередь к ним выстраивается. Сейчас мы проходим Железный дворец, который проектировал сам Эйфель. Сейчас мы в центре дошли до здания, которое называется Железный дворец. Его проектировал сам Густав Эйфель в 1892 году. Из любопытного, что сейчас в этом Железном дворце находятся два музея, и один из них музей пива. Как оказалось, друзья, город Арисава богат на достопримечательности. Мы еще много и не посетили. Не увидели с вами красивые парки, музеи. Нас этот город очень сильно удивил, и, наверное, он входит в наш топ городов Мексики, куда хотелось бы вернуться. Ну а если вам понравился этот выпуск, обязательно пишите комментарии, задавайте нам вопросы. Да, мы отправляемся, друзья, на ужин. Ужин мы вам показывать не будем. Смотрите его в наших других социальных сетях, сторис, шортсах. Вот. А с вами прощаемся. Увидимся в Мексике, уже совсем в другом городе. Всем пока. Всем пока, друзья. Пока-пока.